Здравствуйте. Меня зовут Константин Иванин. Мне поступило уже достаточное количество просьб с помощью пояснить по игре на гармошке, как это делается. Вот. Я рискнул опубликовать какие-то обучающие моменты, просто потому что уже как бы несколько своих гармошек я раздал для того, чтобы люди учились. Вот. И чтобы не повторять это там двум-трем людям. И плюс меня по интернету просили показать, как я играю. Вот. Я сразу говорю, что я никакой не профессионал, мой уровень игры на гармонии очень низкий. Возможно, этим и будут ценны мои уроки, если они кому-то покажутся интересными. Потому что до моего уровня, это уровень ниже начального, он не подразумевает знание нот, я, к сожалению, их не знаю. Но я хочу оговориться, что я свое понимание игры на гармошке перенес с игры на гитаре, на которой я играю тоже не дальше, чем в дворовой манере. Вот. Поэтому что я хочу сказать? Играть на гармошке научиться приблизительно настолько же сложно, но чуть попроще, чем когда мы учились во дворе играть на гитаре. Я хочу напомнить, как происходил этот процесс. Вам очень сильно захотелось спеть под гитару какую-то песню. Вы взяли у кого-то тетрадку, но во всяком случае со мной так было, и, наверное, с 90% из тех людей, которые сейчас играют на гитаре. Вы взяли у кого-то тетрадку, там были написаны АМ, ДМ, С, Г7, Е7. Вы сидели неделю безвылазно за этой тетрадкой, ломали пальцы, там, стирали их до мозолей. Вот, и в результате через неделю из-под ваших рук, из вашего горла выходила более или менее сносная песня. То же самое на гармошке, но чуть-чуть попроще. Вот. Дворовая манера игры на гармошке, которая перенесена с моих навыков игры на гитаре. Вот, поэтому я предлагаю вспомнить самые простые аккорды, на которых, в общем-то, вся игра и строится. Я, к сожалению, не знаю, может быть, могу ошибаться, ля минор. Я их называю АМ, ДМ, как они пишутся в тетрадке. Вот. То есть это ДМ, АМ, Е или Е7, Г7, С, Ф. Я не уверен, что это Фа, но буду называть его Фа, потому что Ф как-то не то. Ф и А7. Мы все знаем, что из этого простого набора аккордов мы можем сыграть почти все песни, которых у нас душа просит. Вот. Я не умею играть переборами, не умею там кое-что на гитаре перебираю, так же как на гармошке. Вот. Но при этом вот моя философия игры на гармошке существует для того, что она не нужна для того, чтобы виртуозить как таковая, она нужна для того, чтобы можно было выплеснуть в нее потребность души в песне. Вот. Поэтому где на гармошке находится гитара? Она находится на левой клавиатуре. Я советую посмотреть обучающие уроки, которые есть в YouTube. Это дядька Казак, Артем Иванюк. Вот наиболее доступные объяснения, которые я видел, потому что других я, может быть, не встречал. Вот, смотрите, вот кнопки. Их по две. Вот это ДМ аккорд на среднем ряду. Вот это АМ аккорд, то есть бас аккорд. И вот это Е7 аккорд или бас аккорд. Вот когда я беру, допустим, ДМ, это то же самое, что я на гитаре делаю вот так. Беру аккорд ДМ, вот он ДМ аккорд, я дергаю
за верхнюю струну и беру 3 нижних струны. То есть вот на гармошке это будет вот так. Если, ну, либо на гитаре то же самое. Поэтому самый простой бой гитарный. Вот он на гармошке. Все, берем этот же гитарный бой DM, AM, E7. DM, AM, E7, AM. Играем это же самое на гармошке. На 1 сдвинулись вверх, это AM и E7. E7. И возвращаемся к AM. DM, AM, E7. AM. Все. Вот, то есть дальше можно пока не грузиться. Я, честно говоря, вот на этих вот в паре песен использую вот эти два ряда. А вот этот ряд я тоже практически не использую, просто потому что не умею. Я еще очень плохо играю на гармошке. Поэтому довольствуюсь минимумом. Вот. Дальше следующие 3 аккорда. Это фа. Ну, считаем, что фа. Ф, короче. Вот барре. Г7 и С. Ну, давайте вот так. Фа, С и Г7. И вот мы их сыграем на гармошке. И этот бой. Фа, С, Г7. Или Г просто, не знаю точно. И С. Это же самое играем на гармошке. То есть мы дергаем, здесь дергали на правую, вот на эту правую руку смотрим. 4-ю струну и 3 нижних щелпаном. Все, то же самое играем на гармошке. Вот он фа, струна, 3 нижних струны, бас, аккорд, вот он С, струна, 3 нижних струны, вот он Г7 или Г, надо уточнить. Струна 4, 3 нижних струны, струна, 3 нижних струны. И играем фа, С, Г и С опять возвращаемся. И все. Вот. И еще есть аккорд А7. Я его беру, я, честно говоря, не уточнял, правильно я беру его или нет, но я его беру вот так. Он чуть-чуть отличается. Вот. И вот эту вот кнопочку. Только я вот здесь беру бас, а 3 струны я обе кнопки вместе нажимаю. И вот вместе их. Одна и потом эти вместе. То есть здесь, когда я беру аккорд, одной кнопки достаточно, а здесь я вот так их вместе нажимаю. Либо их можно то же самое вот так. Вот эти 2 вместе нажимать. Но мне удобнее вот так. Все видно, да? Вот. И
То есть мы сначала берем и переносим вот это вот умение играть. И вот этого же уже достаточно на гитаре, чтобы спеть там ну, любую песню, ну, большинство песен, которые нравятся. Под собою ног не чую, и качается земля. Третий месяц я бичую, так как списан подчистую с китобоя корабля. Ну а так как я бичую, беспартийный не еврей, я на лестницах ночую, где тепло от батарей. Вот. И все, учимся играть на гитаре на левом ряду гармошки. То есть берем, смотрим песенку, там написано АМ, ДМ, и играем вот струна, аккорд, вот таким дерг, щелбан, дерг, щелбан. То есть играем вот этим боем песню, которую нравится. Вот. Вот она. Под собой ног не чую, и качается земля. Третий месяц я бичую, так как списан подчистую с китобоя корабля. Ну а так как я бичую, беспартийный не еврей, я на лестницах ночую, где тепло от батарей. И выбираем другую песню. Ну, любую. Я очень сильно, конечно, люблю творчество Высоцкого, Розенбаума, вот. Поэтому, ну, другую песню выбираем. То есть, чтобы, нужно вот сейчас, чтобы автоматом стали вот эти кнопки, так же, как стоят автоматом аккорды, мы их играем, не задумываясь, на гитаре. Вот. И поэтому берем и, ну, играем сейчас, ну, какая в голову придет песня. Вот берем сейчас щелбанный бой. Это вот самый простой щелбанный бой. Струна, тынц, струна, щелбан, струна, щелбан. Ну, давайте говори, чтобы остался я. Говори, чтобы остался я, ДМ. Е7, чтобы опять не АМ, скитался я. Чтоб восходы заката... Тьфу, блин, я в экран смотрю и плохо видно. Чтоб восходы закатами наблюдал из окна цепся. А вот А7. А мне дороги далекие, Д. Г. И маршруты нелегкие, С взял. АМ. Да и песня дороги мне, ДМ. Что словно воздух нужна. Все. И небольшое дополнение. Вот этого достаточно, и если кому-то это уже понятно, то второй шаг я предпочитаю играть, то есть на гитаре дергать только за четвертую струну скучновато. То есть получается вот так. Говори, чтоб остался я, чтоб опять не скитался я. Вот когда только одна четвертая дергается, это скучновато звучит. Поэтому обычно, когда мы играем на гитаре, мы дергаем по переменке четвертая, пятая, четвертая, пятая, четвертая, пятая. И получается, что ну как бы поразнообразнее звук, то есть басы чередуются. Вот оно. Говоришь, чтоб остался я, чтоб опять не скитался я. Вот. И то же самое на гармошке. То же самое на гармошке. Вот это уже второй этап. Сначала нужно тот до автоматизма освоить. Вот, смотрите. Вот я беру, я нажимаю на самом деле не вот так, все М, время М, а я то четвертую струну нажал, аккорд, потом на дне пятую аккорд. То есть получается вот такая троечка. То снизу, то сверху, то снизу, то сверху, то снизу, то сверху. И к этому потом, ну вот вернемся на следующее, потому что 15 минут заканчиваются, а у меня там в YouTube больше не поместится. Вот. И со всеми аккордами также. То снизу кнопочку аккорд, то сверху кнопочку аккорд. Это вот следующий как бы шаг в освоении гитары, которая находится вот здесь. Спасибо за внимание, буду рад, если чем-то помог.